Приветствую вас, друзья! Сегодня разберем действительно важные новости, которые сейчас активно обсуждают в Литве. Речь идет о серьезных изменениях в миграционных правилах, которые напрямую коснутся и местного бизнеса, и иностранных работников. Президент Гитанас Науседа внес 7 пакет поправок. Главная идея реформы – запустить модель так называемой циркулярной миграции. Если говорить проще, логика властей такая. Экономике нужно помогать решать проблему с нехваткой рабочих рук, но делать это так, чтобы сохранился баланс и не страдала национальная идентичность. Сам Науседа отметил, что Литве важно учесть опыт других европейских стран, где слишком мягкие правила в прошлом привели к сложным социальным последствиям. Давайте разберем по пунктам, как именно будет работать эта новая схема временных разрешений. Новые правила рассчитаны прежде всего на востребованные рабочие профессии. В первую очередь это водители-дальнобойщики и строители. С одной стороны, сам въезд для них на старте упрощают. Процедуру в системе Мигрис обещают сделать максимально быстрой, а работодателям станет легче оформлять сотрудников. Теперь, чтобы подтвердить квалификацию, достаточно показать хотя бы 1 год опыта за последние 3 года по специальности, иметь профильное образование или просто получать зарплату не ниже средней по стране. Но здесь есть ключевое «но», на которое стоит обратить внимание. Временные ВНЖ по этой программе будут выдавать максимум на 2 года. Как только этот срок заканчивается, работник обязан уехать из Литвы как минимум на 6 месяцев. И только после такого полугодовалого перерыва можно будет заключить новый контракт и вернуться. Зачем это сделано? Этот перерыв юридически обнуляет непрерывность проживания в стране, а значит, претендовать на ПМЖ по этой цепочке просто не получится. Есть и другие важные социальные ограничения. Во-первых, эта модель не предусматривает право на воссоединение семьи. То есть привести с собой супругов или детей по этой конкретной программе не разрешат. Во-вторых, серьезно усиливают требования к знанию литовского языка. Если человек крутится в этом цикле «приехал-уехал» и подает документы на временный ВНЖ уже в 3-й раз за последние 10 лет, его обяжут сдать базовый языковой экзамен. Кстати, этот шаг вполне созвучен тому, что происходит внутри страны. Не так давно петиция за обязательное знание языка иностранцами в Вильнюсе собрала больше 22,5 тысяч подписей. Что касается общего потока мигрантов, то общая годовая квота увеличиваться не будет. Лимит остается прежним, не более 1,4 от общего населения Литвы. Разница лишь в том, что теперь конкретные цифры и доли внутри этой квоты будет распределять лично правительство, а не Министерство соцзащиты, как раньше. При этом в законе оставили хорошую новость для самих работников. Своего рода защиту от недобросовестных работодателей. Если контракт расторгается раньше времени, человека больше не депортируют в тот же день. Дается 10 дней, чтобы уведомить Мигрис, и после этого официально есть от 3 до 6 месяцев, чтобы спокойно и легально найти нового босса внутри Литвы. Очень важно разделять. Все эти жесткие правила по срокам и выездам касаются только линейного персонала. Для высококвалифицированных специалистов, инженеров, IT-разработчиков, топ-менеджеров или ученых условия, наоборот, становятся комфортнее. Если человек претендует на голубую карту ЕС, Blue Card, или зарабатывает от 1,5 средних зарплат, на него ограничения не действуют. Им разрешили делать перерывы в работе до года по уважительным причинам, например, по болезни. Оставили право привозить семью и, конечно, право на последующее ПМЖ. Получается, что Литва очень четко разделила 2 тренда. Краткосрочная аренда рабочей силы на фиксированный срок и долговременное привлечение сильных интеллектуальных кадров. Что вы думаете о такой реформе? Поможет ли это экономике и бизнесу или наоборот создать дефицит кадров на стройках и в перевозках?
Пишите ваше мнение в комментариях, будет интересно почитать.